Здравствуйте, дорогие друзья, на ваших экранах General Zdraur, голос за кадром Алекс General. Карта AKS Magic, сверху Big Size, армия США, снизу Маракар, армия Гла. Лайки, комментарии, подписка на канал приветствуются. Друзья, вы можете заказать видео по вашей игре. Всего 500 рублей и реплей гарантированно будет на канале. Присылайте повторы в Telegram, ссылочка в описании. Ну что ж, Маракар Big Size на карте AKS Magic. Не совсем любимая мною карта. Слишком, мне кажется, она какая-то цветастая, слишком рельефная. И очень быстро на ней заканчиваются ресурсы. Их не так уж и много. Но, наверное, только благодаря вышкам на этой карте можно в будущем, там, в лейте, выживать. Big Size и Маракар столкнулись в данном поединке в рамках мировой серии. Счет озвучивать не буду, можете посмотреть на сайте Game Replays, как закончился в целом бой. Ну а сейчас пока мы результат еще не знаем. Два сапплая от американца, казарма, электростанция. Пока нет военного завода, разбегаются рейнджеры. Ждем изученный захват, я так полагаю, и будет захват вышек Big Size. Тем временем, кстати, летает здесь Чинук и дроп дозера. Дозер убивает рабочего. Рабочий ставил выдвинутую нору, и, скорее всего, ракетчики бы сели бы в эту самую башню для защиты. Неплохая, в принципе, здесь будет позиция. Ну и направо пошел рабочий, а тут те самые вышки. Можно норочку таглашнику и поставить здесь, и в будущем эти вышки захватывать. Юси уже будет сложнее подъехать как-то на своем хаммере с ракетчиками, а тем временем дозер катается и пытается здесь передавливать рабочих. Поехала техничка вперед от Маракара. И здесь подрывничок. Как раз таки он призван на защиту, точнее на отмену того самого захвата вышек, скорее всего. И минус рейнджер уже у Сайза не получается. Старт. Техничка подъехала к вышке номер 2, но там нет подрывников. Просто техничка бы перестреляла рейнджера, но рейнджера здесь-то и нет. А дозер продолжает кататься на базе Маракара. Еще минус рабочий и вновь отмена постройки норки. Техничка подъехала, есть ракетчики, течь также еще одна была тут, подъехала на базу, продолжает кататься, просто подъехала, хотела, видимо, блокировать тут казарму, но не вышло. Есть хаммеры, есть ракетчики, техничка минус, дозер, кстати, также минус, норка достраивается, техничка поехала вперед. Там ракетчики загружаются в норку, еще одна норка снизу отстроилась, еще ракетчики загружаются в технички, и 3 штуки поехала вперед. Будут пытаться штурмовать базу американцев. Американцы, напоминаю, у нас играет Big Size, и выход в третий ресурсный центр. С продажи КЦ стартанул здесь Америкос. 3 сапплая вовсю качают. Чинук, кстати, загружает в себя дозер. Дозер-то один остался-то уже. Под Чинуки подъехали технички Гла. Есть здесь хаммеры и минус 1, кстати говоря. Ну и минус технички лазерлоки, течь минус. И третья техничка также уничтожается. 4 ракетчика уходят обратно под нору. Но, кстати, есть техничка, можно загрузить их, но хаммеры близко, не успеет здесь глашник. И минус пехотинцы, один за другим уничтожаются. Техничка, кстати, вернулась обратно. Еще норк добавляется, и ребель пришел захватывать вышки. Что же касаемо базы Маракара, здесь пока захватом не пахнет. А выучен ли захват? Да, захват у глашника есть. 3 сапплая, да, 3 вовсю копают. Здесь военный завод, казарма, все имеется. Сверху, кстати говоря, также Маракар занимает позиционку. Технички пришли на базу американца. Сайз здесь пытается противостоять. И, в принципе, получается, но с потерями. Минус 2 хаммера. Пехотинцы здесь перестреливаются. Глашник отступает, пытается через контрол-вышку пробить. Мне кажется, даже получится. Сайз свою вышку, похоже, что потерял. Нет, осталось жить на лоу хп, но живет. Техничка сверху идет вперед по границе карты. Тут впереди сапплай. Может быть, какой-нибудь подрыв все-таки Маракар мы увидим. Но 2 пехотинца есть. Скорее всего, это ракетчики. Если подрывники, то, ну, может попробовать электростанцию подорвать. Почему бы и нет? Может попробовать подорвать казарму. Должно, по идее, хватать. Но я все-таки думаю, что здесь ракетчики, да, будут пробивать чинуки. Но есть хаммер, есть пехота. Можно противостоять, в принципе, даже, наверное, и успешно. 3 хаммера и ракету, кстати говоря, уже Сайз изучил. Да, и плюс есть медичка. Дроны. Повесил дрон на хаммеры. Минус 1 из норок. И на пути открыт сапплай, военный завод. Техничка идет вперед, а там подрывники. Да, но не получилось. Не получилось пачку подорвать. Сайз контроль. Что касаемо базы, тут, в принципе, только 1 ракетчик остался. Есть хаммер, можно противостоять. Минус казарма сейчас будет, Маракар. Нужно что-то решать, нужно как-то отбиваться. Надо где-то и казарму ставить сейчас, потому что строительство норка все не получится. Стингера также не поставишь. Аглашник захватил вышки, да, захватывает.
Снизу вышки захвачены, на базе вышки также захватываются. И минус военный завод, ребята. Пробил здесь по-рабочему, но все живы. И можно отменить захват, но захват все-таки состоялся. И Маракар установился на 1000 баксов, но вышка будет все-таки потеряна. А техничка, слушайте, приехала. Ай-яй-яй. И минус военный завод Америкосу. Шикарно, хорошо. Хорошо заехал. Минус вышка. А здесь вышку пока Маракар не захватывает, видимо, занят тем, что у него пачка американцев катается на базе. 3 камера, 100 плюс ракетчики, медичка подхиливает их. И саплай, похоже, сейчас будет Маракар терять. Есть 4 технички. Вопрос, насколько они там нагружены. Ну да, есть пехота. Можно попробовать подраться, но камера, мне кажется, уже очень сильная. Здесь один трехлучковый, слушайте. Еще камеры подходят. Настреливают по башне, там ракетчики от Глашника и прям врезают. Слушайте, здесь камеры технички. И один камер был потерян, но вот еще до одного добраться не получилось. Отходят. Но есть еще, кстати говоря, подкрепление. И минус вся пехота Гла. И здесь Юса, конечно же, побеждает. Численное превосходство. Да и Хаммер достаточно мощный на самом деле. Рейнджеры побежали вперед. А здесь, кстати, отстраивается Маракар вовсю на верхней здесь части карты. Здесь достаточно много, в принципе, ресурсов. Есть, кстати говоря, еще нефтеперерабатывающий завод у каждого из бойцов. Но тут почему-то ракетчик. Ракетчиком нефть-то тут не захватишь. И минус саплай, но Маракар успевает его хотя бы продать. Уже часть денег себе вернет. Сейчас по норе будет тут выстрелы, да, и норка будет минус. Есть ракетбаги, техничка, но этого, мне кажется, маловато будет против такой армии на самом деле. Ну и мне кажется, что в такой ситуации Маракару будет тяжело и даже вполне возможно он здесь проиграет, потому что Америкос-то набирает обороты, но правда пока не вижу я от него стратегического центра. Дозер, я знаю, что живой, но стратег-центр бы не помешал на самом деле. Еще 2 хаммера, а вот и 3-й выходит, есть пехота. Пробивается еще одна норка, можно вышку закрывать. Маракар ее все-таки себе захватил. Казарма также можно убить, чтобы вновь норки не начал тут Маракар нигде по карте строить. Ведь казармы сверху-то еще нет тут на позициях. И прибежали, кстати, рейнджеры, захватили арт-платформу. Она настреливает по одной из нор. Побежал рабочий вперед, может где-нибудь норку-то дать. И попробовать чем-то вылезти. И американцы немножечко затормозить. А тут отмена хаммера. Это Джарман Келл постарался. Он, кстати, палец, тут дрон висит. Надо бы как-то квад, может быть, какой-то с радаром вывести. Просто этот дрон-то уничтожить. Настреливают ракетбаги. Ракетбаги, кстати, с грейтом, значит, есть черный рынок. Да, черный рынок имеется. Минус камер. Минус 2, кстати говоря, там, да, минус 2. Но 3-й, 4-й пока еще живы. Ну как, 4-й, медичка. Лазерлок. А тут тем временем, кстати, снайперы появляются у Бигсайза. Да, у него уже есть 3-й ранг, даже 4-й ранг у него уже имеется. Отстреливается пехота Глашнику. Ну, в принципе, и в этой дуэли Сайз побеждает в целом-то, хотя с потерями. Ну и можно попробовать-то вышку-то все-таки Маракару убить надо, лишать экономики Глашника. Ставится еще один черный рынок и казарма. Но вот тут, кстати, есть еще коробки. И сверху коробочки имеются, можно еще подобывать. Но есть саплай, можно рабочих туда отправлять. Но хаммеры вовсю дежурят. И, слушайте, американец свои чинуки, точнее, сюда привел. И будет коробки-то себе на базу забирать. Сейчас уносить, пока Глашник тут чего лик-то не отстроился заново. Вышку можно было бы даже, наверное, и перехватить, попробовать. Сайз вообще ничего с ней не делает. А 10 двойная прилетела и пробила норы. Одна, кстати, выжила. И тут было 3. Осталась одна, она в стелсе. Есть еще одна, но это скорее канализация, а не норка. И она в будущем-то будет отстраиваться. Но если не уничтожить, конечно. Остается еще одна норка позади вышек. 5 хаммеров приехали. Там также есть снайперы. Ну и надо рабочего закрывать. И вышки либо перехватывать, либо уничтожать. Ракетбаги катается и будет вышку Сайза убивать полностью, да. Будет лишать Маракар своего соперника экономики. У Маракара, кстати говоря, ситуация так себе. Работает Джарман Келл. Хотел Сайз вышку перехватить, да не дали. Минус рейнджер. Ставится нора. Саплай еще качает. Но есть еще ресурсы на этом участке, на этом секторе, на этом мейне Маракара-то. Арт-платформа продолжает работать, но тут рабочий. Рабочий подхиливает постоянно норку, ставит военный завод. В принципе, тут сверху на этом клочке, наверное, и весь Маракар. Ну, в принципе, и здесь на мейне тоже есть и дворец, есть саплай, есть черный рынок. Ну, а тем временем очистили позиции Глашника, войска американца и перехват.
Перехват вышки, ставится стратегический центр, а сверху рабочий, слушайте, прибежал. Достаточно прикольно, он тут стоит, но пока, правда, никакую норку-то и не ставит, а у Маракара на секундочку почти 13к флоата, но уже 10, на что-то он его явно спустил, и выходит Battle Bus и 3 рокетбаги. Вперед, вопрос, что они будут сейчас американцы бить. Ну, армия Big Size достаточно большая на самом деле, такая армия. Но вот этот клочок базы-то точно снесет. А вот дальше, ну, хватит ли сил? Есть тут 2 рокетбаги, есть какая-то пехота, ставится норка. Но есть Хаммер, который может отменить и норку, и рабочего. Батлбас работает минус военный завод, работает Джарман Келл в этом самом басе и отменяет пехоту, уничтожается сапплай. А ресурсов-то у американцев не так и много осталось, я могу сказать, что их вообще в целом-то и нет, и минус сап. Пришли Хаммеры помогать, лазер-лок на Батлбас, там еще и Хаммер помогает, рокетбаги минус, потеря Хаммера. Хаммер минус, кстати говоря, у американца, и минус пехота в виде рейнджеров, там Джарман Келл, надо, наверное, высадить. Но все-таки добирается Сайз до этого баса. И бас переворачивается. Надо теперь его до конца закрывать. По чинукам тут бьет Маракар. И бас, до свидания. Теперь снова Джармана заказывать и новый бас готовить. Отбился Сайз. Хорошо, отлично. Пехота возвращается своим ходом. Надо бы в Хаммеры садить. А чинуки летают на дальняк. У Маракара просто воюют ресурсы. Рокетбаги. Катаются рокетбаги, подъехали они под стратегический центр, командник есть, Розерхант не страшен, Дозер уходит и врезается в пачку Сайза, здесь она медленно достаточно идет, но успеет спасти Серч, да, подходит Сайз, минус 1 и минус 2 баги, вышки живы. В целом у Сайза из экономики по факту-то только 2 вышки. Ну вот чинуки еще тут на дальняк летают, но подъехали квады от Маракара, минус 1 чинок. Все, дальше так не получится добывать. Много достаточно здесь ракетчиков у Маракара. Я думаю, что будет еще один бас. Спамится пока только квады и больше норок дает Маракар. Его тут поджали, конечно же, но на 2, скажем так, клочках карты сейчас и вся база Маракара. У Юс на самом деле я бы не сказал, что тоже такая сверххорошая ситуация. Не так много зданий, не так много позиций в целом, и не такая уж большая экономика. Из экономики только 2 вышки. Но вот ставит, кстати говоря, Сайз дроп-зону. Есть скидка на юниты. Нефтеперерабатывающий завод Сайз себе захватил. А пачка, кстати, очень даже большая. Можно пробовать пойти на штурм одной из баз, но надо быть очень аккуратным. Пока Сайз просто стоит на месте. Такое ощущение, что куда-то вообще отошел. Дает шанс, на мой взгляд, он сейчас Маракару-то опять разожраться. Лазерлоки. Лазерлоки это был подрыв, ну окей, подорвем арт-платформу. Уже неплохо, уже подрыв не в сухую, и даже мог бы сейчас и Маракар-то своим подрывником добежать до ракетчиков, но подъехали вовремя. Ух ты, двойная 10. Двойная 10 и минус черный рынок. Хорош Сайз. Так вот, Хаммеры успели вовремя подъехать, и в Хаммер сидит снайпер, и, соответственно, подрывнику-то хана пришло на самом деле. Все, подорвать не получилось эту пехоту, она будет продолжать здесь стоять и ловить те самые технички. Естественно, нужен контроль. Еще один Хаммер сверху стоит, тоже на дежурстве. Для разведки, скажем так. Ну, Сайз, надо, наверное, еще дроп-зону давать. Денежка есть, в принципе, еще 100 баксов. Даже 45 баксов хватит, 2500 дроп-зона. Можно ставить. Главное, их защитить. Есть пачка у Маракара, есть 2 баса, есть баги, есть квады. В целом можно драться, продолжать. И 2 баса пошли вниз по карте. Я думаю, что они хотят уничтожить Сайзу вышку. 1 и 2, кстати говоря, лишать на Сайз-то экономики. А что же касаемо Маракара, ну у него ресурсные здесь коробки-то кончились. Он даже, по-моему, только 1 сапплай. Да, 2 сапплая у него стоит. Я думал, он 1 все-таки продал. И просто спамит черные рынки. Пока их только 3, ставится 4. 4 черных рынка, мне кажется, все-таки маловато-то. Ну вот хотя бы штучек 10. 10 было бы неплохо. Но места мало, ставить-то некуда. Идут Хаммеры вниз по карте, будут пробовать спасать. Будут пробовать спасать свои вышки сейчас, да. Ну вот пока Батлбас, в принципе-то, отрабатывает. Мне кажется, одну из вышек-то заберет. Он тут спрятался сзади, надо стрелять. Надо стрелять, Маракар, ну как же так? А тут еще и подрыв прикатил, и минус дроп-зона, и похоже, что минус дозер. Да, придется новый дозер заказывать. Но есть КЦ, поэтому не страшно. Не страшен Дозерхант и минус скидка на юниты.
нефтеперерабатывающий завод был уничтожен. И, кстати, и вышки-то живы. Не удалось Маракару здесь вышки-то уничтожить. 2 батлбаза потерял, хорошая армия у Сайза. Отработал, отлично. Экономика какая-никакая еще есть. Но вот дропзона всего одна, надо ставить. Надо дозер заказывать и ставить дропзону еще одну. Одна это очень мало на самом деле. Надо больше экономики. Игра достаточно медленно сейчас развивается на самом-то деле. Вот так вот, если мы посмотрим, да. Маракар отстраивается. Повесил дрон тут Сайз, но палит здесь радарный фургон. Ракетчик дрон отработал. Сайз пошел на штурм. Уничтожается 2 норы, по крайней мере, одна полностью, одна еще пока поживет, может даже отстроиться, если Сайз даст. И что-то он как-то себя поджал, и 3 камера уже потерял. 3 камера плюс пехот, ну снайпер хотя бы в стелсе, его не видно, он пока живой. Норки 3 штуки закрыл, идем дальше, окей, на пути черный рынок также под закрытие попадает, а вот дальше дворец. И, кстати говоря, есть грейд на укреппостройки у Маракара, а дворец полный. Ну там одного ракетчика только не хватает, но вот подойти тяжеловато будет. Надо пехоту высаживать и просто штурмовать, пробовать. Но квады, если выйдут, будут, конечно, очень сильно мешать. И вот еще ресурсы-то есть на карте. А тем временем техничка идет вперед. Техничка от Маракара. Вопрос, что это? Это подрыв. По-любому, там 5 пехотинцев, скорее всего, это подрывники. Да, это будет минус дроп-зона. И, скорее всего, минус серч. Да, отлично. Отличнейший подрыв. И минус дроп-зона, и минус стратегический центр. А у Сайза денег-то всего 2300. Ну вот дозер у него вышел. Ему даже-то на постройку стратегического центра пока не хватает. Нужно что-то продавать. Хаммеры идут выше по карте. Минус ракетчик. Снайперы работают в этих самых хаммерах. И подъехал Сайз под сапплай. 4-й ранг у каждого из бойцов. По экспоинтам Сайз впереди. Пробивается тем временем сейчас квады, минус 2. И, кстати говоря, потеря здесь камеров каким-то образом получилась. Я пока не понимаю, как. И распродажа сапплай. Мне кажется, что Маракар не успеет его продать. Все-таки Сайз его добьет до талого. Да, тут пехотинцы стоят. Надо их в камеры загружать. И пилот трехлычковый. Можно один из камеров с 3 лычками это сделать. Но дальше подъезжать опасно. Все дроны здесь дворец позбивал. В дворце ракетчики. Так, а тем временем лазерлоки на квад. Лазерлоки на квад. Потеря 2 ракетчиков, к сожалению, для Сайза. Но квад закрыли. Можно подъезжать под черный рынок и черный рынок добивать. Вышел рабочий, будет пытаться как-то его чинить, но мне кажется, не хватит вообще силу этого рабочего против огневой мощи хаммеров. Кстати говоря, работает, по-моему, Джорман Келл из этого дворца. Высаживается пехотинец, будет пробовать отгонять здесь рокетбаги, на лазерлоки брать. Но Маракар уходит, не рискует. Ну и все, из базы Глашника вот на этом секторе остался только дворец и норка. Но еще одну норку будет Маракар добавлять. Да надо добывать здесь есть коробки. И нормально, тут в принципе еще ресурсов. Дальше как-то поднакопить, что-то еще построить-то хватит. И идет батлбас вниз. По-прежнему у Сайза живы вышки. Вот благодаря вот этим вышкам Сайз-то и живет. Кстати говоря, я хотел его заставить что-то продать и забыл совершенно существование вышек. И Спектр Ганшип полетел вперед. Плюс двойная А10. Плюс, ну, все повышения сбрасываются. И все это исключительно на рынке. И сейчас может 3 здания просто Маракар потерять благодаря этим повышениям. Но минус черный рынок и минус военный завод. Можно их попробовать даже сапплай добить. А тем временем здесь работает батлбас и добивает Сайзу вышки. Все, он переворачивается, к сожалению, не удалось Маракара его сохранить, но, в принципе, свою задачу-то он выполнил, вышки-то он убил. Ну и Сайз нормально прошелся, в принципе, повышением, это и уничтожил военный завод, и черный рынок, все, ну, в принципе, отработали они хорошо себя, но с экономикой, по-моему, у каждого из бойцов плохо, у Сайза, так, по-моему, еще хуже. Есть серч и ставится дроп-зона, вышек на карте больше нет. Возвращается обратно, здесь пачка от Маракара. Хотели подъехать, видимо, что-то пробить, но как-то боялся Маракар, почему-то возвращается обратно на базу. А здесь тем временем работает полковник Бартон. Ну как работает? Просто стоит, просто разведывает. Подходить на базу к Маракару здесь, конечно, не получится, потому что все здесь закрыто норами. Сразу же, естественно, этот полковник Бартон-то спалится. Можно попробовать, наверное, подъехать как-то хаммерами, расчистить место для него. Пускай он в тыл заходит и делает свои грязные дела. Маракар тем временем работает на своем родном мейне, от которого остался только дворец, да 2 норки. Есть 2 рабочих, и можно здесь дать сапплай, попробовать подобывать. Чинук прилетел. Скорее всего, разведка. Это разведка, да, смотрит Сайз по карте, чтобы никакая шальная техничка не проехала сюда. Вот вся армия у американцев, в принципе, неплохо. Но попробуй такого глашника, по крайней мере в такой ситуации американца, попробуй такого глашника остановить. У глашника, мне кажется, вообще все нормально. У него и вторичка есть, у него и база какая-никакая есть, и технология есть, ведь есть выход в рейсы, есть сапплай, есть что добывать-то на самом деле.
Хотел попробовать Маракар подъехать, но в итоге получал, потерял рокетбаги. Тут полковник Бартон работает, да и из башни стрелял ракетчик-то. Пехотинцы выходят поближе к хаммерам, можно попробовать их посадить на самом деле сюда, в эти хаммеры, пускай они будут еще мощнее. И рейнджеры будут стрелять, и ракетчики также будут лупить по войскам Маракара. Распродажа пошла, Саплай продает Маракар, но у него есть здесь, да, вот здесь внизу, и Маракар добывает. Сколько черных рынков? Всего лишь 2, к сожалению, да, для глашника. И есть нефтеперерабатывающий завод, скидка на единицу существует. Ну и каждый из бойцов на самом деле сейчас побаивается, на мой взгляд. Побаивается что-либо делать, потому что ситуация у каждого очень плохая, победить и явно хочется. Но экономически хуже, конечно же, Сайз. Но у Сайза есть 5-й ранг, есть КЦ и есть повышение, которые также могут помочь сейчас Сайзу в этом противостоянии. И поехал байк, а на байке сидит саботер. Если я все правильно понял, то этот саботер будет сейчас обнулять повышение Сайзу, и у него беспрепятственно это получается. Да, посмеялся сейчас саботер. И все повышения сейчас, получается, обнулились. Снова ждать, пока таймеры пройдут. Распродажа пошла казарма, распродажа саплая. Сайзу нужны деньги. На дроп-зону тут прилетели коробки. Можно попробовать поставить еще одну. Есть на это сейчас ресурсы. Вопрос только в том, не доберется ли до них глашник. Это опасно на самом деле. Нигде ведь защиты-то никакой нет. Где же ее ставить-то, эту дроп-зону? Надо, наверное, куда-то прятать. И пачка идет вперед. И рабочий, кстати, погнал Маракар-то подальше-то сюда. Поближе, точнее, поближе к базе Сайза. Минус электростанция. Электростанцию сейчас нужно на что-то строить. Да, вот как раз-таки строительство-то и началось. А Сайз, по-моему, что-то заказал. Кстати, а где военный завод? Военный завод вот здесь он внизу поставил. Такое ощущение, что военный завод-то Сайзу то ли подорвали, то ли он сам его там каким-то непостижимым образом продал. Хаммеры заходят сзади. Полковник Бартон также бежит защищать базу. И потерял Биг Сайз свой командный центр. И сейчас у американца нет повышений, которые могли бы так ему помочь. Минус хват. Идут 3 рокетбаги вперед. Плюс батлбас. На пути Серч. На пути стратегический центр. И дозер прячется-то в чинук. Это ведь последний дозер. А командного центра, напоминаю, нет. Ведь его глашник-то уничтожил. Отступает еще дальше. Здесь Маракар. Не получилось Серж добить. И минус 2 рокетбаги. В принципе, атака закрыта. Сайз отбился, но с очень большими потерями. Потери командного центра, мне кажется, это прям потери. Ведь теперь нет повышения. Они могли бы очень сильно помочь. Маракар добывает. Маракара, в принципе, все не так уж и плохо. Правда, пачки теперь нет. Придется пачку опять копить. Есть флот, в принципе, да. И саплай копает, и черных рынков здесь. Ну, сколько? 2 штуки ставится, третий. И батлбас возвращается обратно. И поехала баги вперед. Ну, там рейнджер, кстати. Ну, почему-то они не стреляют. А ну, Сердж же есть, почему-то не достают они до этой баги. Ракетчик тут бежит. Будет пробовать на лазерлоке, я так понимаю, Сайз эту баги брать. А баги это приехала, наверное, Сердж добивать. Да, все верно. Еще тут подстреливать. Но надо быть аккуратным. Юнитов не так много сейчас у Маракара-то. Тут рейнджер пытается настреливать. Сайз пошел в атаку, я так полагаю. Ну там вроде как есть чем ответить, но маловато юнитов. Будет норку, одну из норок сейчас Сайз уничтожать. Передавил ракетчика Маракара и минус Серч. Минус Серч, но есть деньги на строительство этого самого стратегического центра. Сайз пока катается. Минус 1 нора. И уничтожается нефтеперерабатывающий завод. Все, скидки на юниты сейчас у Маракара-то нет. Рокетбаги пускаются в погоню по трехлучковому Хармеру. Хотят здесь настрелять, но уходит Сайз. Высаживает одного пехотинца. Это ракетчик. И баги, естественно, сразу же отъезжают. Батлбас плюс квады поехали вперед. А что здесь-то на базе? Здесь ставится командный центр. Работает Джарман Келл, уничтожает пехоту. Нужно отменять каркас. Дозер спрятался в чинук, улетает. А каркас-то надо отменять, иначе будет не на что построить здесь командник-то. Одна дроп-зона. Вся экономика сейчас у американца. Сайз улетает. Хаммеры пытаются наступать, но потеря 2. Минус 3, слушайте, тут лазерлок, что-то как-то ракетчик-то провтыкал. Тем временем Батлбас уничтожает электростанцию. Все хуже и хуже у Сайза ситуация. Хотя еще каких-то, наверное, минут 10 назад Сайз был куда лучше. Куда он лучше себя чувствовал. И вышки были, дроп-зоны были, Серч был, командник был. Сейчас командник вновь надо отстраивать. Армия все меньше и меньше у Сайза становится. И мне кажется, что дальше Сайз уже эту игру не потянет. Но выпустит он повышение. А что дальше-то? Ему закрывают уже и военный завод, и казарму. Ему закрывают дроп-зону. Экономики больше нет. Из зданий только КЦ. И Сайз терпит поражение. Бой окончен, результат на ваших экранах. Меня зовут Алекс Дженерал, и это игра Generals The Roar.